Иногда судьбы живых существ переплетаются самым неожиданным образом. История, которую вы сейчас прочтете, не выдумана. Она о доверии, о предательстве и, самое главное, о надежде. Эта история начинается в одном обычном городе, в котором, как и везде, происходят порой совершенно необычные события. История кошки по имени Кассандра и ее троих малышей — это история о том, как даже в самые тяжелые моменты можно найти свет. И если вы когда-нибудь сомневались в человечности, дайте себе шанс прочитать до конца. Кассандра — грациозная, длинноногая, с янтарными глазами, переливающимися, как расплавленный мед на солнце. Когда-то у нее был дом, настоящий, с мягким пледом, миской теплого молока и руками, которые гладили ее по пушистой щеке. Она жила с молодой парой, которые подобрали ее на улице, еще котенком. Сначала она была любимицей, веселая, игривая, с громким мурлыканьем и привычкой укладываться спать на подушку хозяев. Шли месяцы, жизнь менялась. Люди, которые когда-то спасли ее, теперь реже обращали внимание на пушистую кошку. Работа, тревоги, ссоры. Кассандра все чувствовала. Она не была глупой. Кошки всегда чувствуют перемены, особенно в человеческом сердце. Беременность не была случайной. Один неосторожный выскок за дверь, и в ту весеннюю ночь ей повстречался огромный черный кот с изумрудными глазами. Он был уличным, но в нем было что-то дикое и свободное, что Кассандру притянуло. Они провели вместе одну ночь и больше не встретились. Через пару недель она поняла, внутри нее зарождается новая жизнь. Сначала это пугало, потом наполняло гордостью. Она чувствовала, как внутри нее бьются маленькие сердца. Но ее хозяева восприняли это иначе. Они были раздражены, злы. Один вечер стал переломным. В доме шепотом обсуждали, что с ней надо что-то делать. А утром, положив ее в переноску, повезли в ветеринарную клинику. «Мы хотим, чтобы ее усыпили», — сухо сказала женщина в приемной. «Усыпить?» — ветеринарка подняла брови. «Она здорова и беременна. Тем более, нам это не нужно. Мы уезжаем». Они оставили документы, расписались и ушли. Не оборачиваясь, Кассандра сидела в клетке, прижавшись к углу, вся сжавшись в комок. В глазах страх, боль, растерянность. Она не понимала, где ее дом, где те руки, что гладили. Все исчезло. В ту ночь она родила 3 крохотных комочка, 2 девочки и 1 мальчик. Все трое тянулись к матери, к теплу. Она облизала каждого, прижимала к себе. Несмотря на боль и страх, она знала: сейчас не время сдаваться. Утром пришел ассистент ветеринара и сразу понял: усыпить никого нельзя. Он сообщил волонтерам: срок — сутки. Если никто не заберет, решение примут по регламенту. Без эмоций, без шанса. Когда сообщение о Кассандре появилось в закрытом чате местной группы помощи животным, его сначала восприняли как одно из многих. Каждый день поступали десятки подобных. То щенки на обочине трассы, то старый кот на мусорке. Но что-то в этом случае зацепило Ирину. Волонтера со стажем, с десятками спасенных хвостиков за плечами. Беременная, родила. Хозяева уехали. Сутки. Иначе... Она перечитала сообщение несколько раз, сжала губы, набрала номер клиники. «Алло, здравствуйте. По поводу кошки Кассандры. Мы дали ей имя просто так», — устало ответила администратор. «Чтобы не звать беременная кошка из клетки номер 6. Она действительно хорошая, спокойная, все понимает». Ирина вздохнула. У нее дома уже было трое: слепой кот Гриня, хромая собачка Лада и наглая кошка Муся. Она понимала, что брать кого-то еще — перебор.
Но оставить так нельзя. Мы ее заберем, найдем куда, что-то придумаем. Волонтерское сообщество мгновенно отреагировало. Кто-то скинул деньги на корм, кто-то на такси. Другая девушка, Алина, взяла на себя переноску и согласилась временно приютить. В тот же день к вечеру маленькое семейство переехало, мать и трое малышей, в новый, временный, но безопасный дом. Кассандра вела себя удивительно спокойно. Едва оказавшись в новом месте, она осторожно вышла из переноски, огляделась, подошла к лотку, проверила воду и корм, потом легла у стены и позвала котят. «Смотри, как будто понимает, что ненадолго», — сказала Алина. «Ни звука, ни одного мяу, только смотрит, как будто ждет следующего шага». «Она все понимает», — тихо сказала Ирина. «Удивительная кошка». Котята подрастали с каждым днем. Один черный, с белым пятнышком на подбородке. Был мальчик. Его назвали Тимка. Самая активная и голосистая девочка получила имя Шустрая, а третья, самая маленькая, тихая, пушистая и очень трогательная — Кнопочка. Прошло 3 недели, потом еще 2. Котята начали самостоятельно есть, ходить в лоток, играть, кусаться и кататься по полу, как пушистые шарики. Жизнь вернулась в дом Алины, но через месяц она позвонила Ирине с извинениями. «Прости, нам надо уехать в командировку. На пару месяцев, срочно. Не успеваем никого найти на передержку. Придется отдать обратно тебе». Ирина только вздохнула. И так Кассандра с котятами переехала снова. На этот раз к Ирине. Они разместились в отдельной комнате. Мусева, хозяйка дома, недовольно шипела на закрытую дверь, а пес Лада просил пустить его понюхать новых соседей. Волонтерская жизнь — это не романтика. Это грязные лотки, громкие ночи, постоянные сборы денег, разговоры с десятками людей, половина из которых подумали и передумали. Но Ирина не сдавалась. Котят начали рекламировать. Фото, описание, посты. Ищут дом. Первой уехала Шустрая. Ее забрала семья с детьми. Потом Тимку взяла пара молодых программистов. Остались Кнопочка и мама. Кнопочку никто не хотел. Слишком обычная, слишком скромная, не бросается в глаза. А Кассандру стерилизовали и начали искать ей новый дом. Месяцы шли. Осень сменилась зимой. Волонтеры отказывали многим потенциальным хозяевам. Кто-то предлагал держать кошку на балконе. Кто-то говорил, что ребенок у нас еще не умеет гладить, но он научится. Кассандра все это время была рядом. Она тихо сидела у окна, наблюдала за птицами, ласково встречала Ирину после работы, ложилась рядом, когда та болела. Кошка понимала, она в гостях, но делает все, чтобы стать частью семьи. Прошло почти 8 месяцев, и однажды вечером, после очередного дня, полного отказов и усталости, Ирина получила сообщение. «Здравствуйте, мы увидели вашу кошку. Она потрясающая. Мы хотим дать ей дом. Мы взрослые, ответственные. У нас уже была кошка, которую мы потеряли от старости. Теперь мы готовы открыть сердце заново». Сердце Ирины дрогнуло. Встреча была назначена на выходные. Кассандра, словно почувствовала, сама запрыгнула в переноску. Ее встретили как королеву. Новый дом был тихим, светлым, с мягкими подоконниками и терпеливыми людьми, которые просто сели на пол и сказали: «Привет, красавица, ты дома». Кнопочка все это время оставалась у Ирины. Она уже подросла, стала самостоятельной, игривой, очень привязанной к дому. Ирина каждый раз думала, что вот-вот найдет для нее семью, но каждый раз не хотела отпускать. Наступила весна, и однажды, глядя, как Кнопочка спит на груди у Грини, слепого кота, который стал ей настоящим другом, Ирина поняла — все,
Больше искать не надо. Ты дома, малышка», — шепнула она и погладила ее по голове. Сегодня Кассандра живет в доме, где ее любят. Ее подкармливают из рук, с ней разговаривают, дарят игрушки и новую подушку. Кнопочка, гордость волонтеров, выросшая под их крылом, стала пятым хвостом в семье, где ее никогда не предадут. История этой семьи, матери и троих котят, стала доказательством того, что доброта существует, что равнодушие можно перебороть, что даже одно спасенное существо способно наполнить мир любовью. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!